присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться. Меня зовут Петр Воробьев, то есть, в принципе, я, как сказать правильно, не профессиональный там путешественник, да, то есть, действительно, как бы это не является моей там самоцелью жизни, но обожаю действительно путешествовать, обожаю видеть новые какие-то места и стараюсь действительно выходить за пределы какого-то вот границ обычного стандартного там туризма на автобусе, машине или же там на поезде, на самолете, да, то есть как это гражданский туризм. Вот, то есть, в принципе, вкратце она про эту поездку. Поездка произошла летом 2018 года, то есть весной 2018 года я по аукциону с Японии купил Honda, да, Honda CRF 1000L, 2016 года выпуска, 19 тысяч пробег. И, в принципе, действительно, она была в очень таком хорошем и достойном состоянии, да, то есть, да, действительно, ну, мотоцикл прекрасно есть, желание всегда путешествовать, оно присутствует. Вот, в принципе, за спиной к тому моменту были уже неоднократные поездки, там, и автотуризм на машине, да, то есть с палатками, и просто туристические вылазки там по горам, да, с восхождениями. То есть, в принципе, действительно определенный опыт туристической жизни, он уже был. И в действительности вот эта поездка, она в реальности как прошла очень благополучно, спокойно. В первую очередь благодаря тому, что ты осознавал, через что тебя ожидает и какие сложности, возможно, могут быть. То есть ты уже заранее предугадывал, что может быть. Но в реальности я бы хотел тут в большей степени акцентировать внимание на те сложности, которые, в принципе, они действительно появляются каждый день, да, каждый день поездки, и они к одним вроде решаешь, да, в один день, на следующий день новая какая-то задачка появляется, да, и действительно получалась вот поездка вроде 6 дней, то есть не такая она и большая, вот, но в реальности, в первую очередь, это соло, да, плюс еще как бы мотоцикл, которого, в принципе, ты с ним был знаком там 3 месяца, да, то есть еще как бы мало чего ты про него знал. Поэтому было как-то единение с мотоциклом, знакомство с мотоциклом и, в принципе, действительно попробовать себя в таком амплуа соло-путешественника. К любому началу путешествия, да, вот особенно мотопутешествия, это как бы даже Библия, да, всех мотопутешественников, это действительно потрясающая книга, то есть за время подготовки, еще даже когда вставал вопрос, еще Африка не была куплена на аукционе, эта книга уже была перечитана 1000 раз, и действительно уже определенные издержки и план в голове уже начал как бы формироваться. Вот. Ну, само собой разумеется, к любому такому путешествию должна быть определенная такая вот подготовка, да, то есть не просто взять, собраться, кинуть вещи на мотоцикл и улететь там в горизонт. То есть действительно проходила определенная планомерная работа, то есть это в книге очень подробно расписано, да, то есть действительно как бы был составлен и план поездки, да, то есть вот это действительно, в принципе, по нему как бы я и прошел, да, то есть план в голове уже проще, легче жить и работать, да, плюс еще, в принципе, был составлены определенные точки, да, которые, в принципе, действительно интересовали, то есть это вот такая россыпь, то, что можно увидеть в Карелии, да, и как бы то, что вот уже сердечки, это, в принципе, уже знакомые, любимые места, поэтому, как бы, ну, и видно, сколько еще зеленых флажков, которые, в принципе, еще и есть повод ехать туда и есть с этим знакомиться. То есть, действительно, Карелия – это одна из таких жемчужин России, которая все-таки в любой форме, да, там, соло, там, в группе людей, с семьей, то есть каждый раз в любой форме путешествия Карелия открывается своим каким-то определенным ключом, и действительно каждый раз что-то новое узнаешь. То есть уже на настоящий момент, получается, я в Карелии уже был один раз с товарищем на машине ездил, потом на Африке ездил, потом с семьей ездил, да, то есть и сейчас оно как бы Карелия это то из тех мест, которые бы хотел бы еще вернуться, еще перепробовать, еще что-то много посмотреть. Ну, в принципе, действительно были отмечены самые интересные точки, забиты в навигатор, загружена новая музыка в большом количестве телефонов, да, определенный список всего барахла, нужного для меня лагеря мотоциклов. В
принципе, действительно, в планах поездки было все-таки акцент на такой вот жизнь дикарем, да, то есть полностью был собран весь скарб для разбивки лагеря, для ночевки на природе. Ну, в принципе, действительно, первый же день я понял, что если каждый вечер тратить там, как минимум 2 часа на лагерь и спать во время палатки, да, там, беспокоиться за сохранность вещей своей жизни, то никогда не останется времени и желания для того, чтобы знакомиться с местными достопримечательностями. Поэтому действительно практически все ночи я останавливался в гостиницах. Вот, ну, чтобы сохранить какой-то элемент экшена, то есть я подъезжал к городу, не знаю, какая будет у меня гостиница на эту ночь, да, то есть останавливался где-то уже рядом со стелой города и вот в Booking.com, там, в других моментах искал гостиницу, которая мне была бы интересна. Да, то есть это была в определенной степени свобода выбора, которая в определенной степени действительно она давала определенные удовольствия. Итак, первый день, он получается от дома до Вологды, да, то есть 463 километра. В принципе, сразу же первые же километры я осознал, что тот относительно хорошо маневровый, да, маневренный мотоцикл после загрузки вещами превратился действительно в очень поворотливый гемота. Первые там сотни километров я действительно привыкал к развесовке мотоцикла, к его поведению. Вот. И, конечно же, вот из этого такой идет очень важный вывод, что все-таки действительно стоит задумываться, если едешь на дальняк, стоит задумываться о боковых сумках, боковых кофрах, чтобы максимально действительно тяжелые вещи, они находились именно в этих боковых сумках. Так как у меня на тот момент не было ничего из этого, то, в принципе, у меня развесовка была такая, что в кофре центральном были объемные, но легкие вещи, да, там спальник, газовый баллон, там, газовая горелка, да, вот, принадлежности для приготовления еды, сама еда, то есть, как действительно, Кронидов, наше все. То есть, все-таки действительно потрясающие вещи. Вот, самые тяжелые, это действительно ремкомплект для мотоцикла, то есть был набран, вроде мотоцикл свежий, хороший, но все равно как бы нужно было быть готовым ко всему, поэтому полностью весь набор ремкомплекта для колес, колеса были камерные, поэтому, в принципе, там гайки не маленького размера, да, там 22-24 миллиметров, поэтому, в принципе, ключи, монтировки, монтажки, и все это, в принципе, было. Это все очень тяжело объемное, поэтому все это лежало в отдельной сумке и лежало без сумки именно на пассажирском кресле. А на сумке на баке были очень ценные вещи, то есть там видеокамеры, там пауэрбанк, да, то есть определенные такие вот мелочи, которые очень хрупкие и нежные, и действительно, как бы ты мог спокойно контролировать. И за спиной был рюкзак с гидратором, максимум что, и документы с кошельком. В принципе, момент такой, что как бы по опыту своему мотопутешествия, по опыту в горах, да, в принципе, я 100% знал, что в любых таких ситуациях, в любых таких поездках, в первую очередь, акцент на спину, то есть спину нагружать просто так категорически нельзя. Поэтому, действительно, первые там пару дней я заморачивался с тем, что заправлял гидратор водой. Это все-таки очень комфортно, удобно, хорошо, что, в принципе, вода у тебя всегда при себе. Ну, в реальности это гемор, это жуткий гемор, чтобы постоянно этот гидратор вытаскивать, наполнять, тому подобное. Поэтому, в принципе, уже на второй день я гидратор выкинул и просто велорюкзак, легкий велорюкзак для велопутешествий, в нем лежали просто документы на себя, документы на мотоцикл и кошелек. Все. В принципе, спина была полностью разгружена, и на этом она мне сказала очень большое спасибо. Вот. Первый же день уже как бы начали проявляться определенные нюансы, да, то есть первый нюанс это то, что действительно как бы очень такая жесткая развесовка мотоцикла. Мотоцикл оказался центр тяжести очень высокий, то есть действительно, когда я уже находясь там в Карелии его на усталости завалил, то в принципе я один уже сам понять его не мог. Там подбежал водитель, да, рядом стоящий машину, да, и в реальности мы с ним с большим трудом подняли этот вот действительно очень тяжелый мотоцикл с очень высоким центром тяжести. Вот. Чем дальше от дома отъезжаешь, тем тяжелее становится от чувства одиночества. То есть от резкого выхода из зоны комфорта. Это действительно одно из таких жутчайших состояний, которые в первую очередь ты встречаешься с ним и практически все свое путешествие ты борешься именно с одиночеством. То есть в реальности, да, ты осознаешь, что у тебя где-то дома есть родные, близкие, ты можешь просто дотянуться там, до телефона и перезвонить им,
но ты находишься вне такой зоны комфорта, вне такой зоны действительно знакомой тебе, что тебя накрывает настолько, что действительно пытаешься искать какие-то вот маячки, которые связывают тебя с твоим родным домом, да. Я, уезжая из дома, там кинул себе в рюкзак просто патч, с которым я практически все время ходил там на своем рюкзаке, да, там. И действительно все пришло к тому, что я там в последние дни поездки уже начал просто общаться с этим патчем. Это был единственным связующим таким звеном с домом, которое в реальности ты все-таки чувствовал, что где-то там твои родные и близкие есть. На следующие там моменты действительно уже я для себя сделал вывод, и в последующей поездке я это активно использую. То есть я договариваюсь со своим сыном и, в принципе, там, выпрашиваю у него какую-нибудь одну из плюшевых игрушек, да. То есть маленькую плюшевую игрушку, какую-нибудь, или же там его любимый трансформер, да. То есть, в принципе, вот этот вот игрушка от ребенка, это очень такое связывающее звено тебя с домом, и поэтому чувство одиночества, оно уже притупляется. А на выходе получается так, что теперь каждая игрушка в доме ребенка имеет свою историю, да, то есть можно там с сыном обсудить, да, ты делаешь фотографии там этого трансформера на берегу какого-нибудь озера, да, там как он с тобой готовит ужин, да, то есть это и ребенка прикольно, ну и тебе тоже в кайф. Про скоростной режим и ежедневные пробеги. Это, конечно, такой очень открытый вопрос. Это каждый выбирает свою комфортную скорость и ежедневные пробеги. Но многодневное путешествие – это действительно очень такой тяжкий труд, тем более, что в одиночку с каждым днем накапливается немало психологической усталости. Поэтому действительно ты начинаешь относиться к этой поездке как к определенной форме работы. Да? То есть, а каждая работа подразумевает определенный режим сна и отдыха там, и контролировать свой, действительно, свой запал, свою силу. Да? Поэтому я действительно еще на моменте планирования забивал пробеги ежедневно не больше 500 километров, да, останавливался на ночевку только в крупных населенных пунктах, да, и комфортная для меня крейсерская скорость составила где-то 110-120 км в час. Тем более, что, в принципе, тут уже действительно при таких пробегах становится экономический вопрос, да, то есть, в частности, Африка при скоростях больше 130 км в час, у нее расход превышал уже где-то даже 6 литров на сотню. То, в принципе, при относительно там объем бака 18,8, то, в принципе, эти пробеги в 300 километров, они уже категорически так кардинально начали сокращаться, и не очень большое желание каждый раз останавливаться на заправках, чтобы там, заправить бак, поэтому ты старался выбирать ту крейсерскую скорость, которая комфортна для тебя и комфортна для мотоцикла при вот относительно действительно комфортном расходе. Ну и при таких скоростях, вот 110-120, расход был в среднем около там, 5 литров на 100 километров. Вот. Ну и уже как бы, когда вот этот план действия работы был выработан, да, то действительно уже к концу каждого там ежедневного пробега оставались силы для знакомства с местными достопримечательностями, никаких проблем, сложностей не было. Вот это как бы вот такие вот моменты, они уже прородились в первый же день поездки, да. То есть уже ко второй половине дня я был в Вологде. В Вологде действительно там заселился в гостиницу, да, там ужин в ресторане с бокалом вина со своим с самим собой любимым, да. Но, в принципе, действительно, Вологда очень такой живописный, красивый город. Вот. Ввиду того, что город древний, и очень красивый центр города исторический, да, и действительно город действительно легкодоступный из Москвы, поэтому, в принципе, я действительно на нем активно останавливаться не буду, потому что он хорошая цель для поездки выходного дня. То есть в субботу утром встать, да, там пораньше приехать туда и в воскресенье обратно, это действительно, в принципе, залога хватит, это находиться там. Вот. По поводу алкоголя, да, то есть как бы алкоголя в путешествии. Так. Где мой алкоголь? Так. По поводу алкоголя, да, то есть действительно есть у всех свое мнение, предпочтение, да, по поводу и отношения к этому зеленому змею, но сильный алкоголь у меня не снимает никакую физическую усталость, напряжение, а вот действительно я для себя узнал, что, оказывается, бокал красного вина там под вкусный ужин самое то, чтобы снять действительно вот эту усталость, приготовление в течение дня пробега, то есть ты не пьян, да,
ну и при этом действительно уже как бы спокойно и хорошо. Вот даже пиво, оно, в принципе, не дает такой момент, то есть останавливаясь в одной из гостиниц, я как бы купил пиво, там, реально даже не смог допить его, то есть вообще не так. По поводу медикаментов. Само собой разумеется, в любой поездке, в принципе, должна быть аптечка, нужно знать свои нюансы, свои особенности, да. В частности, я, допустим, зная там по путешествиям и тому подобное, и перепробовал, да, там, разные средства и тому подобное, я, допустим, знаю, что при действительно поездке на мотоцикле долгое время, практически в одном положении, да, приводит к тому, что одни группы мышц очень переутомлены и забиты, например, мышцы предплечья, да, потому что все равно ты как бы в стрессе, ты напряжен, ты постоянно зажимаешь ручку руля, и особенно как бы, если нет какого-либо круиз-контроля, то, в принципе, правая рука постоянно в напряжении. Поэтому, а другие мышцы вообще не задействованы, например, там мышцы бедра, да. И к вечеру, конечно же, в мышцах может появляться дискомфорт, боли, и из медикаментов, облегчающих состояние, вот, реально смогу порекомендовать препараты нестероидных противовоспалительных средств, да, то есть в частности, вот сейчас там парацетамол, да, одна таблетка вечером во время еды, она снимала всю эту мышечную усталость, и да, ну нельзя это называть допингом, это в реальности как бы действительно слушать свой организм и осознавать, что он тебе в большей степени помогает, да. В частности, если начинается там спастические головные боли от долгого ношения шлема, да, там, и борьбы с напрягающим потоком, то в данной ситуации очень хорошо помогает комбинированный препарат спазмолгон. То есть там и нестероидное противовоспалительное средство, и спазмолитик. То есть, в принципе, действительно таблетку он очень хорошо снимает. По поводу безопасности мотоцикла на ночь, да, то есть, как бы, действительно, это такой животрепещущий вопрос поездки соло, потому что твой мотоцикл, на нем постоянно все загружено, весь твой скарб, вся твоя еда. Вот, конечно же, вот этот рюкзак сумку на бак, он снимаемый, поэтому ты с этой сумкой, с самыми ценными вещами ходил всегда и везде. Ну, конечно, скарб на ремкомплект и именно на проживание в лесу, все это осталось на мотоцикле. Так как все-таки было определенно ограниченное количество объема для багажа, поэтому, в принципе, тот же самый чехол взять не представлялось возможным. Для безопасности мотоцикла я действительно всегда задумывался о том, где я оставляю мотоцикл, то есть я всегда договаривался с представителями гостиницы, да, то есть на ресепшене, что есть возможность оставить мотоцикл под какой-либо из видеокамер и, в принципе, действительно поближе к ресепшену, да. Плюс еще, в принципе, обычно блокировал руль, это естественно, да, там маленький замок на задний тормозной диск, чтобы он заблокировал, ну и как бы армированная цепь с замком на переднее колесо. То есть, в принципе, как бы и слава богу, как бы там системе зажигания ХИС, да, которая, в принципе, дает тебе какую-то определенную безопасность. Вот. По поводу режима дня, да, то есть это все настолько индивидуально и неповторимо, что, в принципе, действительно тут нет таких общих советов, как бы каждый поступал. Ну, тут, наверное, самый главный совет — это все-таки прислушиваться к себе, да, и понимать свой организм, да, то есть действительно на второй день у меня сформировался график работы, поездки, да, то есть подъем был действительно там с первыми петухами, там в 4-5 часов утра, вот легкий завтрак чаем или кофе с растворимой кашей, то есть действительно я настолько люблю кофе в турке, что я с собой турку возил, и каждое утро у меня было готово кофе в турке на газовой горелке, и это было просто вот действительно кайф. Вот. Ну и растворимая каша, выезд в 6-7 часов утра, в это время дороги очень свободные и, конечно, приятная прохлада по утру. Обязательно остановки через 100 километров или 1 час езды, да, то есть пью там чашку чая, да, вот термос, красавчик, с которым путешествуем везде, да, или же Кока-Кола, да, то есть вот я для себя как бы в реальности узнал, что на удивление Кока-Кола в сравнении там с Пепси-Колой, да, намного лучше и сильнее тонизирует. То есть энергетические напитки стараюсь вообще не использовать в данной ситуации, оставляю их про запас на экстренные случаи, так как они действительно, это такая очень серьезная химия, которая, она не дает тебе определенные питательные вещества, да, оно выжигает твои силы и твои резервы, и после действительно любого энергетика, там, первый час работы все прекрасно, хорошо, а после этого усталость увеличивается в разы, и, в принципе, действительно, зная, что там осталось где-то час дороги, может быть, энергетик даст только. Но, в принципе, лучше стоит
подальше от этих вещей находиться. Сладкие газированные напитки — это действительно практически чистый сахар, ну, а это самое то, что нужно для работы головного мозга. Ближе к обеду перекус с сушеными фруктами и орехами, да, это как бы фишка действительно восхождения в горы, да, то есть как бы легкий завтрак по утру, с собой термос чая и там сухофрукты, орехи, и это действительно прекрасно восстанавливает все силы для штормовки, для гор. И в принципе к 4-5 вечера уже заселение в гостинице с полноценным ужином. И отход ко сну ближе уже к 8-9 часов вечера. И это вот как бы все первый же день, да, родилась. Вот. Вот второй день. Это была Вологда, Вытегра, Савинский погост, Пудож. То есть получилось действительно 471 километр. Дорога от Вологды к Вытегре уже становится намного живописнее, чем наша центральная Россия. Вот, особенно как бы вот этот участок, он прям вот потрясающе шикарный. Великолепный. Там действительно симпатийно начинается, и плюс еще большая вода. Канал проходит вдоль дороги, поэтому как бы наслаждаться здесь есть чем. Вот. По пути есть вот Куков родник, да, то есть это действительно хорошее благороженное место для пикника со своими легендами и историей, да, то есть история этого места еще входит еще вплоть до попыток захвата этой части России поляками, да, то есть вот, действительно там в этом месте благороженное место, и вода очень чистая, приятная в самом роднике, и, в принципе, множество табличек, которые рассказывают всю историю этого места. Вот. Вытегра, в принципе, действительно такой нестандартный город, то есть мне кажется, что все-таки кроме музея, да, вот подобного лодка Б-440, других достопримечательностей я как-то не встретил. Странно. Вот. Была попытка добраться до Андома горы, да, то есть, в принципе, вот она. В принципе, видно, как вот вещи России были распределены на мотоцикле. Но когда подъехал к Каневскому озеру, да, и увидел такой хорошо ушатанный грейдер, я осознал, что мне нужно 10 километров туда, а это уже вторая половина дня, то есть еще впереди там километров 100 нужно было ехать, поэтому как-то вот все желание исчезло, да, и в принципе просто была сделана фотография на память, да, и развернулся обратно, и к асфальтированной дороге, и поехал дальше. То есть вывод все-таки не всегда даже карты отчета путешественника дают полную картину того, что может вас ожидать. Была попытка, но, к сожалению, не в этот раз. Вот, Савинский погост. Да, вот в Савинском погосте повезло встретиться с местными подопытными жителями. Да, то есть как это действительно к этому может быть готовым, да, то есть как и припарковал мотоцикл, и вот из тени этой действительно многовековой церкви вышел мужичок с перебитым окровавленным носом, да, то есть он так это впечатлился, о, какой мотоцикл, да, то есть уже как бы так легко напряжение появилось, да, ну, в принципе, я для себя уяснил, что если ты первый стараешься поздороваться, да, там, с местными аборигенами, с улыбкой, да, это сразу снимает определенное напряжение. Ну и, конечно же, был задан вопрос, типа, сколько стоит мотоцикл, да, то есть цена мотоцикла была озвучена в 4 раза меньше, чем на самом деле, но все равно эта стоимость обескуражила местного жителя, да. Так что, как бы, когда едешь один, ты должен четко осознавать о том среднем прожиточном минимуме, да, людей в этих местах, потому что, в принципе, действительно, многих просто истинная цена стоимости мотоцикла может стать толчком для кражи его или же для каких-либо других действий. Вот сам погост интересен вот этой церковью или пророка. Она была построена в 1692 году. Действительно очень красивая, живописная. Вот, то есть уже такие вот северные постройки, деревянное зодчество. Конечно, потрясающее место. Вот. Следующая остановка была на ночлег в Пудоже. Это практически середина между Медвежьегорском и Вытегрой. Поэтому там очень много автолюбителей. Но, к сожалению, в одном экземпляре достойна автозаправка и гостиница с хорошим рестораном. От Пудож начинается дорога к Бесову носу, да, то есть знаменитые онежские петроглифы, но в те деды одному и на тяжелом эндуро я даже вообще не советовал спать нос, потому что там, в принципе, зная по рассказам любителей там внедорожной езды, в принципе, внедорожники туда с боем пробиваются, поэтому как бы одному там делать вообще нечего. Вот. Третий день – это Пудож, Челмужи, Повенец, Медвежьегорск, Гирвас, Кировач, Петрозаводск. 407 километров.
Вот. В Челмужах, действительно, на берегу Онежского озера стоит Богоявленская церковь, построена в 1577 году. Она отреставрирована, действительно, очень красивом месте стоит, то есть с одной стороны Онежского озера, но с другой стороны, конечно, там древнее кладбище, да, но в принципе действительно просто походить, попечатляться видами и панорама Онежского озера, это вот стоит того. И в принципе это относительно доступное место, то есть до самих Челмужей там действительно идет укатанный гребель, да, всего 2 километра, еще немножко там по деревне проехать в грунтовке. И, в принципе, все легко доступно, без всяких моментов. То есть, как бы, вот must have, да, то есть стоит очень потрясающе хорошее место. Вот. Потом уже на пути, как бы, первый шлюз Беломорско-Балтийского канала, да, если перед этим шлюзом увидеть влево, да, там отворот на грунтовую дорогу, и по ней проехать, там железобетонные плиты, то, в принципе, можно попасть на мол, откуда открывается вид на первый шлюз и панорама на акваторию Онежского озера. Это потрясающее место, то есть действительно, еще мне повезло в тот момент, когда я поставил мотоцикл, там фотографировал этот сам шлюз канала, да, там наслаждался видами, и ко мне подъехал, к этому месту подъехал такой старик-рыбачок, да, то есть мы с ним действительно, это вот особенность все-таки одиночества, что ты действительно открыт к общению с внешним миром, у тебя есть громадное желание общаться со всеми. И действительно мы с этим стариком, наверное, больше часа просто обсуждали все. Он мне рассказал про историю там, самого вот этого Повенец, да, о том, что во время Петра Первого там были чугуноплавильные заводы, что в реальности эту руду доставали ныряльщики, да, с дна Онежского озера. То есть действительно очень такое. Да и в принципе в Петрозаводске то же самое. Это действительно болотная, так называемая болотная руда, то есть она добывается с дна Онежского озера, и в принципе, ну, на тот момент других способов добывать руду в этом месте не было, и, конечно, очень тяжкий труд, что, в принципе, люди без каких-либо средств защиты, да, как сейчас, ныряли ради того, чтобы просто добывать руду. Были рассказы по поводу Сталина, да, то есть, как бы, ну, очень такой спорный момент, потому что, действительно, как бы, с его слов, мама была одной из тех, которых там Сталин действительно репрессировал, а отец, наоборот, как бы, вот он с другой стороны, да, находился. И, в принципе, у сына, да, создалось такое вот равновесие к отношению Сталина. Ну, в принципе, действительно, это место, оно такое, имеет все-таки тяжелый исторический аспект. Строился не просто так, да, а руками действительно заключенных. Так что, в принципе, место такое вот, оно сложное. Вот, про резерв топлива, да. На момент поездки в Медвежьегорске в тот момент работала только одна единственная автозаправка при езде с востока в город. Ну, само собой, разумеется, там на ней были очень длинные очереди автомобилей. Мне, конечно же, хотелось, когда ты двигаешься постоянно в таком драйве, у тебя нет какого-то желания просто останавливаться и ждать очередь. Поэтому, в принципе, я решил заправиться на следующей заправке при выезде из города, да, что она, в принципе, на карте еще в тот момент присутствовала. Но из-за активной перестройки шоссе КО она была снесена подчистую. Да, возвращаться не хотелось, поэтому я, в принципе, рискнул добраться до следующей заправки. Где она, сколько до нее, я вообще не уточнял. То есть, в принципе, как-то уже ветер в голове, все прекрасно. Решил наобум. Ну, конечно же, действительно осознавая, что могут быть нюансы, я ехал на самой экономичной скорости, да, для мотоцикла. Без обгонов, активных перестроений. Но все равно добрался до следующей заправки практически на парах топлива, да, на пустом баке. Ну, в итоге, как бы, вывод такой, то есть трасса пола, действительно, на ней минимальное количество заправок, расстояния между ними могут превышать больше 300 километров. Мне повезло, да, но могут стать и в десятках километров заправки. Поэтому все-таки или же четко рассчитывать менеджмент, да, топлива, постоять в этой очереди с спокойной душой поехать, или же с собой иметь запас топлива в канистре или хотя бы там полторашки пластиковый. Вот. Вулкан Гервас, да, то есть, в принципе, такое одно из самых знаменитых мест. Вот, в принципе, до вулкана Гервас 10 км от кола асфальтной дороги во множестве заплаток. Поэтому, в принципе, в стоечке, самое то, турендуро и по кайфу.
На кассе ко мне отнеслись очень доброжелательно, да, то есть позволили даже оставить шлем, и как бы очень красивое, такое запоминающееся место. То есть оно несет свою энергетику, действительно потрясающее место. Вот. Водопад Кивач, вот честно, как-то вот не впечатлил, да, то есть, да, конечно, там действительно вулкан Гервас и водопад Кивач, это, в принципе, система одной рек, и, в принципе, действительно, там вот на вулкане Гервас было видно, что был очень низкий уровень воды, поэтому не стоило ожидать от водопада Кивач, что там действительно настолько живописно. У вулкана Гервас есть своя личная страничка ВКонтакте, да, то есть в марте обычно каждый год они открывают шлюз, и, в принципе, происходит даже онлайн-трансляция этого мероприятия, действия. И они это все ВКонтакте активно все рассказывают, показывают, да, то есть, в принципе, как бы стоит на это обратить внимание. Вот. По поводу дорожного трафика. Вдалеке от городов все очень спокойно предсказуемо, да. Единственное, что от Вытогля до Медвежьегорска часто проносятся пустые лесовозы, да. По сравнению с простыми формами завихрения воздуха от них намного больше, поэтому при обгоне приходилось от них держаться намного дальше, чем обычно. То есть выходя прям чуть ли не то, что на встречку, а прям на обочину встречки, потому что затягивало, не в том смысле, что затягивало, а очень опасно болтало мотоцикл с высоким центром тяжести из-за расстановки вещей, поэтому его очень сильно болтало и подтягивало очень сильно к лесовозу. Поэтому приходилось держаться от него подальше. Тут тоже такой момент, чем ближе к крупным городам, тем намного больше неадекватов на дорогах. Да? То есть, как оставить километров 50 до города, всегда включалась в голове программа, ты пилот-истребитель, тебя все хотят убить. И это действительно играло настолько чувство самосохранения, что, в принципе, ты осознаешь, что ты находишься на главной дороге, да, у тебя преимущество, но видишь, что лучше нет. Как бы рукой, спасибо, проезжай, да, то есть проезжает, и ты едешь дальше, да, то есть как-то на это есть. По самой трассе Кола часто встречаются автолюбители, которые при обгоне могут перекрыть всю встречную полосу, да, то есть это очень напряженно выглядит, то есть они тебя не замечают, ты для них невидимка. Вот, приходилось ходить на обочину, да, где намахая и натирать им след, типа, плохие люди. Вот, открытость общению, да, то есть об этом уже немножко намекнул, да, но, в принципе, действительно, это все идет от выраженного чувства одиночества. Вот, ты каждому незнакомцу рад и жаждет сообщения, то есть, действительно, практически на каждой остановке, ну, всегда, когда мотоциклист-одиночка, это действительно какой-то магнит, да, к тебе всегда тянутся люди, и мотоциклисты могут задавать интересные вопросы, да, с ними пообщаться. Вот, и, в принципе, действительно, ты сам открыт. То есть вот эта встреча со стариком-рыбаком на моле под Кривенцом, да, вот, находясь в Петрозаводске, я просто прогуливаюсь по набережной, действительно встретился с молодой мамой двух там, полуторагодовалых близнецов. Мне очень понравилось действительно крепление переднего кресла у нее на велосипеде. То есть мы разговорились и действительно с ней общались там больше 1,5 часов, то есть просто прогуливаясь по набережной. Она мне рассказала про особенности жизни Петрозаводска, да, что мне повезло очень сильно. Там было 2 недели прекрасной солнечной погоды в Петрозаводске, весь город вышел на набережную, да, а в реальности очень пасмурная, хмурая погода, и на это очень сильно реагируют дети, вплоть до того, что у них даже происходит задержка в росте зубов, да, то есть, как она сказала, то есть мы вывезли их на юга, и за 2 недели нахождения на югах у детей все зубы вылезли за там очень короткий промежуток. В Петрозаводске такого нету. То есть каждый из этих случаев давали потрясающий положительный заряд, да, эмоций, и беседы были неповторимыми, многогранными. Это, наверное, действительно один из самых важных плюсов путешествия одиночкой, что ты открыт миру, и ты наслаждаешься именно и открыт к общению с незнакомыми тебе людьми. Вот. В самом Петрозаводске потрясающая набережная, да, то есть можно часами ходить и впечатляться скульптурами и видами Нанежского озера. Вот. То есть очень красивая, живописная набережная. Действительно, я получал массу удовольствия от этого места. Так, день 4. Это Петрозаводск, Маньга, Латсильга, Крест-Корби, водопад Картенковский, железнодорожная выемка, Сортовала, Змеиная гора и Хаос. Всего получилось 335 километров. Вот. Тут, в принципе, как бы действительно по поводу снаряжения, да.
То есть я всегда сторонник такого понятия полной автономности в туризме, поэтому каждый момент, даже находясь в гостинице, всегда был готов к приготовлению себе еды, да. То есть вот действительно вот эта статуя рыбаки, вокруг нее днем громадное количество людей, да, то есть действительно очень потрясающая статуя, и вот реально захотелось сделать фотографию вот отдельно без людей. Чтобы сделать эту фотографию, пришлось вставать действительно там во втором, в третьем часу утра, да, то есть действительно это вот часа 4 утра, вот, поэтому ты голодный, все рестораны, конечно же, в это время закрыты, и стал вопрос о приготовлении еды, да, то есть я останавливался в гостинице «Маски», у них такая совковая гостиница с очень необычным таким, само здание, оно в виде круга, и балкон там покрыт кафелем. Поэтому я без зазрения совести себе полноценный завтрак там в форме макарон с тушенкой приготовил на балконе, да, то есть и на балконе гостиницы, поэтому, в принципе, не бойтесь экспериментов, да, то есть по поводу заправки, да, то есть многие автозаправочные станции в Карелии работают не по пустоплате, да, то есть типа заплатил, а по оплатил, заправил. Поэтому рекомендую все-таки иметь при себе действительно наличные деньги, чтобы было легче общаться с оператором и хорошо знать свой мотоцикл, чтобы по показаниям приборов предполагать, сколько надо литров топлива залить до полного бака. Ну, тут, в принципе, как бы вот этот по пути из Петрозаводска, Сантовала, да, в деревне Маньга, стоит на холме часовня Рождества Пресвятой Богородицы, построена в второй половине 19 века. То есть вроде вторая половина 19 века, но все-таки действительно ее архитектура все-таки больше так вот к 16-17 веку. Очень красивое живописное место, сама церковь находится действительно на холме, там вот, действительно видно уровень леса, да, вот он идет, то есть на очень высоком месте. Но это действительно отворот от дороги к ней полностью закрыт кустами и деревьями, да, и действительно ты на расслабоне уже с часовым прогоном, да, по спокойной трассе, никак не ожидаешь за кустами резкий затяжной проблем грунтовой дороги, да еще и с коленностью, да, то есть я понял, что я в западне, да, то есть когда сначала от неожиданности проскочил первый треть подъемов по инерции, да, потом от страха зажал все тормоза, да, то есть за мной уже где-то метров 10 колейно разбитой дороги, да, и впереди еще где-то метров 30, подъем где-то по 30 градусов, грунт в реальности сухой и рыхлый, и ты вот такой вот жопе, да, то есть ты понимаешь, что включенный трекшн контроль, АБС, и в принципе, если сейчас дашь просто газу, тебе просто начнет работать трекшн контроль, и в принципе все. У тебя падение на бок, еще и с кувырком, ну, как бы воображение очень многие такие красочные рисунки рисовало, то есть действительно, как бы тут просто осознавание, что есть вот волшебная клавиша вырубить этот долбанный трекшн контроль, да, то есть на ногах, первая передача, двигатель тра-та-та, и мы в принципе действительно вырубились, но я потом еще где-то, наверное, минут 15 просто приходил в себя, осознавая, то есть, что, в принципе, ты не ожидал подвоха, да, и, в принципе, действительно, это как бы с одной стороны стоит знать свой мотоцикл, стоит знать нюансы поведения своего мотоцикла, ручки управления, да, осознавать, где что за что отвечает и как до него дотянуться. Ну и, конечно же, другой вывод, осторожно входить в слепые незнакомые повороты, заранее сбрасывая скорость, да. Вот. Томозерский чугуноплавильный завод. Очень интересная такая заброшка. Ну, она как бы заброшка, но в настоящий момент действительно это место активно пытается сделать туристическим местом. Там сделано действительно театр под открытым небом, там проводятся различные слеты, различные как бы моменты, но мне не повезло. То есть 3 километра ты едешь через дикий лес, да, по грунтовой дороге, потом оставляешь мотоцикл около шлагбаума, который обойти невозможно никак, да, объехать на мотоцикле. И еще 500 метров ты идешь вглубь леса, и как бы получается, что ты где-то в 3,5 километров от ближайшего населенного пункта, то есть ты ходишь по этой заброшке, и как бы воображение уже рисует нападение медведя, да, там, действительно, что на тебя упадет какой-нибудь там, действительно, кирпич на голову, то есть, с одной стороны, тебе круто, но с другой стороны, я как бы бежал к мотоциклу, что ну, нафиг там. Вот. Мемориал Крест Скорби, в принципе, находится рядом с шоссе, никаких сложностей посещения не составляет, действительно, очень активное туристическое место. А вот водопад
Прокинковский, это вроде тоже рядом с дорогой, но мало кто знает о таком красивом месте. Действительно, сам водопад с грунтовой дороги не виден. Это, в принципе, искусственно созданный водопад. То есть на этом месте была финская гидроэлектростанция, да, потом она была разрушена, и, в принципе, сама дамба осталась. То есть, в реальности, как бы, на Google картах эта точка есть. Но с дороги его не видно. То есть, видно просто железобетонный мост, который практически сравнялся уже с дорогой. Ты оставляешь мотоцикл, там, машину, и через кусты пробираешься на звук водопада. И, в принципе, действительно, очень живописное, красивое место. Относительно рядом с водопадом находится железнодорожная выемка. Это железная дорога проходит в вырубленной скале выемки. Да? То есть, действительно, где-то метров здесь 20 вот, с моста, над которой построен небольшой автомобильный мост. Выемку прорубили в скале финны еще до начала войны. Русско-финской войны, зимней войны. Да? Один из памятников трудолюбия этого народа. Да, конечно, в этом районе есть еще много достопримечательностей, например, там, водопад Белые мосты, да, остатки линии Маннергейма, финский железнодорожный арочный мост. Но я для себя в тот день, после поездок в часовни и завода, уяснил, что все-таки не стоит постоянно испытывать своего ангела-хранителя. Да? То есть все-таки какое-то определение грани, оно должно осознавать, что все-таки в определенный момент уже и усталость, и переутомление, и психологическая нагрузка может привести к тому, что, в принципе, ты из вот этого комфортного адвенчура можешь перейти уже в программу там, спасения тебя откуда-то. Вот. От Лекселя до Сартовала идет очень шикарная, красивая дорога. Да? То есть советую всем. Там действительно происходит, дорога идет вдоль берега Ладожского озера. С одной стороны, во-первых, как бы серпантин идет, да, с перепадами высот. С одной стороны скалы, с другой стороны открывается панорама на Ладожское озеро. Да? То есть очень красивое, завораживающее место. За год до этой поездки я с другом ездил на машине до Рускеала водопадов, так что, в принципе, я туда не заезжал, потому что у меня там было все знакомо, все известно. На этот день в планах было доехать до Змеиной горы в Лахденпохе и там разбить лагерь на ночь. Но все пошло не по плану. Дорога была убита грейдер, я там завалил мотоцикл, то есть с трудом его уже поднимал. Единственное место для палатки скалы забито, занято, да, дальше по дороге куча дачных участков, берегами закрыт полностью. Так что, вернувшись обратно в Лахденпохе, начал искать гостиницу через Booking. В самом городе куча престижных баз отдыха и гостиниц, но все цены не демократичны. Единственное, что удовлетворило по цене, это гостевой дом Ихала в Ихале. Я написал смс домой, да, что у меня постигла неудача. Это было так. Я в жопе, я не нашел спальное место, да, то есть я иду дальше. Вот, и я поехал на пути в Ихало. На том отрезке трассы в то время проводились активные строительства, так что во второй половине дня трафик был прям вот совсем напряженный, жесткий. То есть я действительно до Ихала уже доходил практически на последних сил. Доехав до Ихала, я осознал, что теперь я встретился с новой проблемой. Интернета в гостинице нет, Билайн там вообще не ловит, сим-карт других операторов в магазине нет, а как бы смс-очку я прислал своим родным, что все, я в жопе, да, то есть у меня стал уже вопрос, надо решать этот вопрос как-то по-другому. То есть сначала я бегал по всему поселку, да, в поисках сети, там, как покидать телефон, да, ничего не помогает. Потом я написал смс, сел действительно уже на разгруженный мотоцикл, ну еще километров 20 ездил по серпантинам, останавливать на самых высоких точках, чтобы хоть какая-то связь поймалась. Ну, если этот цикл закончится только после того, когда из дома пришла ответная смс. То есть вывод такой, в принципе, действительно не только по Карелии, это уже в реальности по многим местам России. Я могу сказать, что Билайн в путешествиях это громадное зло, да, ищите другого оператора. Вот в частности в Ихале активно пользуется мегафоном. Да, то есть там по следующей поездке на планшете стоял мегафон. Мегафон перекрывает, так что лучше все-таки, это не реклама, но лучше все-таки ловить мегафон. Так, день пятый, это Ихала, Приозерск, Васильево, Копоре, батальонная пункта, получилось 408 километров. Вот. Знаменательное место, это часовня Андрея Первозванного на Волксе. Часовня занесена в книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире часовня, построена на крошечном острове, фундаментом которого служит монолитная скала, выступающая из воды. Построил его в 2000 году Ротинов Андрей Николаевич по образованию архитекторов по древним канонам в форме восьмерика. Примером для архитектурного решения стала старейшая церковь Вознесения в Коломенском. Ну, действительно,
как бы вот, эта церковь показывает как бы реалии нашего, наверное, современного существования в этой стране, да, то есть вот этот мост, он просто вообще абсолютно чужеродный. То есть, действительно, эту церковь построили 2 человека, да, то есть, и я смотрел предыдущие фотографии, это было действительно настолько живописно красивое место, то есть, представьте, действительно, вот река Воксон в этом месте имеет разлив, вот это монолит, да, на ней стоит эта церквушка, то есть, вот потрясающие фотографии. Я, подъехав туда, действительно, я восхищаюсь этой церковью, она очень красивая, но вот этот мост, добрые люди построили его, да, и вот действительно ты знаешь, что эту церковь построили 2 человека, а вот этот мост, на входе моста такой длиннющий список людей, которые типа приложили руку, да, то есть прям вот, ну, некрасиво. Ну и, конечно же, мост закрыт. Ну, извините, как бы для избранных. Вот. Капонская крепость, да, следующая остановка была, она была заложена ливонскими рыцарями в 1240 году как деревянная постройка. Неоднократно была разрушена во время боевых действий и приобрела окончательный вид в конце 15 века. В настоящее время в действующем музее сохранились стены башни, на территории крепости сохранились развалины храма Преображения Господня, который частично восстановлен и является действующим. К концу 5-го путешествия я остановился в одном из самых любимых мною мест. Я уже, наверное, практически каждый год пытаюсь туда приехать. Это Батарейная бухта у города Сосновый Бор. Всем рекомендую. Действительно, очень шикарное место. То есть, там действительно Сосновый Бор. Дорога грунтовая, песчаная, но, в принципе, легко доступная. Мне в тот момент не повезло, был отлив. Но, в принципе, действительно, когда ты спишь на берегу моря, это вот прям кайф. Единственное, я в тот момент совершил громадный косяк. То есть, в реальности, это палатка сплав. Да, то есть, с одной стороны, потрясающая палатка, она действительно весит 1,6, там титановые, алюминиевые колышки, да, не такая дорогая. Единственный ее как бы нюанс заключается в том, что одна из сторон, да, вот этих сторон, с этой стороны она прикреплена к внутреннему каркасу, а с этой стороны она никак не прикреплена. То есть я поставил палатку поперек набегающему ветру, поэтому я всю ночь, когда начался морской бриз, я всю ночь спал под такое хлопанье, постоянно хлопанье палатки, то есть это ужасно вымораживало мозги. То есть, в принципе, в следующие разы я уже более так осознанно выбираю место, зная особенность этой палатки, что, в принципе, надо ставить по ветру и осознавать, чтобы этого всего не было. Вот. Ну и, в принципе, вот куда уж без макарон с тушенкой, то есть это все самое наше. Во время приготовления лагеря, единственной ночевки в палатке за все путешествие, да, я понял, что еще один нюанс такой, у меня закончилась питьевая вода. Сначала думал, что смогу сделать хотя бы чай из воды Финского залива, да, там благосоленость невысокая, там прокипятил воду, добавил армейские обеззараживающие таблетки, повторно прокипятил, ну, я реально не смог это пить бурду. Поэтому пришлось вечером налегке оставить весь лагерь, как он так есть, и рвать когти в ближайшую пятерочку за 20 километров по лагерю. Да? То есть, действительно, такое вот основополагающее правило: всегда имейте при себе запас воды как минимум 1,5 литра. Да? То есть это все очень нужно. Это действительно подставило меня очень серьезно. Вот. День 6-й, это уже, в принципе, в настоящем мире это уже просто скучно, да. Батарейная бухта до 803 километра, то есть привычный ранний подъем, отъезд 7:15, дом оказался уже 18:56, то есть, в принципе, меньше 12 часов. Ну, там все просто, теперь даже еще проще, с открытием дополнительных участков платной дороги, да, то есть все, в принципе, прилетел. Единственный, как бы, действительно, момент такой, что на тот момент и в прошлом году, да, на платных участках нет видеокамер, да, ты кайфуешь от возможности беспредела, поэтому, в принципе, ты начинаешь наваливаться, да, ну и тут ты встречаешься с другой особенностью, что заправки, в принципе, очень далековато друг от друга, эти лукойловские контейнеры, и, в принципе, цена у них совсем не демократичная, поэтому, с одной стороны, я понавалил,
а с другой стороны я потом начал уже искать эту заправку, чтобы хотя бы выбраться с платного участка дороги. Вот. Общий пробег составил 2937 километров. Чистые расходы во время путешествия составили чуть более 15 тысяч рублей. Из них топливо ушло 5213 рублей. Всего сожжено 125 литров смеси 92 и 95 бензина. Расход по расчетам составил 4,26 литров на 100 километров. По бортовому компьютеру 4,69 литров на 100 километров. Ну, в принципе, средняя скорость составила 74 км в час. Траты во время подготовки не считают, так как в основном было куплено неоднократно играющие вещи. Одноместная легкая палатка, газовая горелка, видеокамеры, запасные камеры, для мотоцикла задние колодки, ремкомплект для тросиков, кислотный насос, картриджи и многое другое. Ну, тут, в принципе, действительно, у тебя всегда очень много времени, то есть вплоть до того, что когда ты едешь по платке, тебе настолько скучно, что ты начинаешь придумывать имена тем кровавым пятнам от насекомых, которые у тебя на лобовом стекле, то есть ты с ними общаешься. Ты начинаешь заниматься тем, что ты засекаешь секунды, сколько проходит между столбами, то есть считаешь, сколько там секунд прошло от столба до столба, знаешь, что между ними 50 метров, в голове сидишь, считаешь, какая у тебя средняя скорость, то есть ты себя развлекаешь как можешь, То есть, и, конечно же, на обратном пути я все думал, а стоит ли вообще того, это одиночное путешествие, Все-таки езда на мотоцикле, в принципе, это постоянно поиск компромиссов. На машине комфортнее, местами быстрее, безопаснее. Но, в принципе, встречаясь глазами с водителями авто на заправках, я понял, что они не путешествуют, они перемещают свое тело с точки А в точку Б. Их здесь нет, они в своих думах и проблемах. И ровно через минуту я знакомлюсь с путешественником эстонцем на Харли Дэвидсон, То есть он уже 3-й день в пути, мы с ним друг друга понимаем, у нас есть вопросы друг к другу, нам интересно общение просто как само действие. Там, пообщавшись с ним, проезжая сотни километров, на следующей остановке у водителя авто закипел двигатель, вокруг много других автовладельцев, но почему-то он за помощью обратился ко мне, То есть, я не знаю, может быть, в путешествии на мотоцикле есть что-то, что он, в принципе, сами не видим, То есть, честно, поездка была в 2018 году, что-то пока не горит желание. То есть это действительно такой тяжкий труд. То есть, с одной стороны, после этой поездки оно дало мне очень такой багаж знаний, багаж познавания самого себя, своих каких-то определенных нюансов, особенностей, осознание вообще, что такое поездка на мотоцикле, и уверенность в своих силах. А с другой стороны, действительно, вот это чувство одиночества, оно прям это страшно. То есть оно прям реально тебя начинает поджирать мозги. И в последующей поездке я реально всегда, то есть действительно, там поездка, допустим, поездка выходного дня, ты, допустим, там Принциферово, прекрасное природное место, чтобы можно было разбить лагерь, переночевать. Под Спас клепиками, Мещерский край, это вообще просто сказочное место, чтобы можно было приехать и расставить лагерь. То есть опыт этого поездки мне дал уверенность в том, что я, в принципе, со многими моментами, сложностями справлюсь. И в этом году неоднократно были поездки просто на природу, в одиночку. Сам разбиваешь себе лагерь, сам себе готовишь кушать, ложишься спать, утром просыпаешься с первым шелестом птиц, еще плюс современные технологии, дают себе знать, что, в принципе, ты можешь спокойно возить с собой спиннинг, который всего 40 сантиметров, и ты утром проснувшись, приехав на мотоцикле, идешь на речку и ловишь какую-нибудь там щучку, это, конечно, бомбическое. То есть, наверное, все-таки стоит, но, это сложно. Это сложная поездка, и после нее всегда остается определенный след в душе. Все, спасибо за внимание. 6 дней. Какие вопросы? А вот комары там какие-нибудь насекомые допущали? Нет. Нет, Но смотрите. А время года какой был? Это был август. Да. У меня, допустим, как раз там я не мог шлем снять, потому что когда я палатку делал, все снимаешь, весь в комарах. Мотоцикл весь в мошкаре был. Вопрос, а почему КТМ? Ведь Honda, она такая надежная, такая хорошая. Почему не КТМ? Сейчас человек на КТМ ездит, и его КТМ стоит вот там.
первая поездка там на Хонде была. Да, первая поездка на Хонде. Ну, знаете, я, наверное, все-таки скажу, что все-таки мотоцикл в нашем мире это в определенной степени как блажь, да? То есть, и все-таки действительно мотоцикл должен соответствовать твоим каким-то внутренним потребностям, внутренним Ну, желаниям. то есть по харизме он как бы больше подошел. Африка потрясающий мотоцикл. То есть, действительно, она комфортная, удобная, да, но все-таки она какая-то скучная. То есть, Тяжелая? скучная. Нет, а в плане, вот если сравнивать именно поведение... КТМ потрясающий. Он действительно, у него благодаря тому, что у него два бака, низкий центр тяжести, он на грунтовой дороге просто стелется, да, он все неровности дороги, все буераки, он прекрасно проходит. То есть, действительно, КТМу тяжело находиться на асфальте, КТМ потрясающе себя чувствует на бездорожье. То есть, ты действительно, когда на Африке ездил, да, то есть, в реальности, если я встречаю какую-нибудь сложность на грунте, я двумя ножками и тому подобное, да, то есть КТМ мне теперь дал такую фишку, как все говорят, да, то есть двигатель тра-та-та, да, то есть ты всегда не боишься того, ты доверяешь мотоциклу, ты не боишься того, что, в принципе, действительно где-то что-то, какие-то нюансы могут возникнуть. Плюс еще все-таки у Африки там АБС пластик, да, вся эта облицовка, у КТМа КМА. Да, то есть он очень гибкий, очень мягкий, его не страшно валять. Да, то есть он упал, поднял, поехал дальше. Да, посмотрел, все ли на месте, поехал дальше. Да. Африка это современный мотоцикл. Да, то есть действительно все запчасти, там, поворотники, фара стоят 58 тысяч рублей. Да, пожалуйста, если что-то с ней случится. Почему действительно, как бы я находился в группе в WhatsApp владельцев Африки, да, то есть первое, что люди начали делать, это сразу же облицовка бронепленкой, поставка всяких защит, дуг и тому подобное, потому что ценник мотоцикла, его запчастей и комплектов совсем не дешевый. То есть на два цилиндра 4 свечи, свечи иридиевые, индивидуально неповторимые, комплект 7400 рублей. В Москве найти сложновато, да, то есть я ездил в противоположную сторону Москвы, чтобы купить эти свечи. Ремонтопригодность — мотоцикл, который обслуживается один раз в году. То есть ты его разобрал полностью, собрал, и да, действительно, через год ты можешь на нем ездить. Очень много различных заклепок, очень много различных клипс, очень много действительно вот необычных замков, да, то есть владельцы Африки очень сильно жалуются, что пластик легко ломается, да, все эти проушины, заушины очень легко ломаются. То есть всегда внутреннее желание, да, как бы вот КТМ купил, и первое, что сделал, КТМ разобрал. Да? То есть, как бы, ура, я могу его разобрать, сам могу его собрать. Да? То есть, как бы, замена масла, замена фильтров. Да, это австрийский мотоцикл, имеет свои собственные нюансы, но ты можешь это делать все сам. С Африкой должен быть очень хороший базис знаний, чтобы ты мог владеть этим мотоциклом именно так, как вот путешественник. Не надеяться на дилерские, да, там, центры, не надеяться на мотомастерские, а надеяться на себя. А так, да, очень хороший. Но нет души. В КТМе больше души. КТМ воняет, КТМ трясется, да, то есть КТМ тебя убить может в каждый момент, да, то есть, и действительно, как бы, вот определенный нюанс, я для себя, да, это выбор каждого, то есть на Африке и трекшн контроль, и АБС стоит, да, и действительно эти ситуации меня неоднократно спасали, особенно на вот таком вот мокром грунте, мокром асфальте, как сейчас, да. На КТМе нету ни трекшна, ни АБС. КТМ карбюраторный, да, то есть, но и плюс еще шашки стоят. Ну, ты постоянно осознаешь, что это тот предмет, который может тебя убить, поэтому ты постоянно начинаешь думать головой. Поэтому, с другой стороны, безопасность вождения у меня изменилась. Если ты уже не доверяешь технике, ты доверяешь в большей степени себе. Но это действительно уже определенной степени желание, как бы, потребности каждого человека. Мотоцикл должен соответствовать тому, что ты хочешь в душе. Вот так. А большой пробег на Африке у вас получился перед тем, как вы ее продали? 30 тысяч. Прилично. Не сильно в цене как бы,
потерялась при продаже? Примерно. Я на ней даже выиграл на разнице курса, да, то есть я ее покупал через аукцион в Японии за 614 тысяч, продал ее за 725. Ну, это вообще подарок. Да. 600, а сейчас. Да, больше. То есть на будущее как бы пока не планируется поездки на мотоцикле. Лучше удобнее на машине. Нет, почему? Как бы, честно скажу, да, то есть, так как у меня кофра нету на КТМ, потому что кофр сбрасывает в себя все, что ему не нравится, да, то есть, крайне, как бы, я продал Африку, кофр, само собой, разумеется, оставил себе, там на КТМ была алюминиевая рама для кофра, да, то есть, я поставил кофр, в реальности этим летом загрузил, поехал в Анциферово, да, вот, ну, конечно же, я где-то косанул, я перегрузил кофр. Очень сильно. И это была потрясающая поездка. Это было просто бешенство какое-то. То есть я выехал очень поздно из дома. Доезжая до Анциферова уже где-то 9:30 вечера было, да, то есть уже такие сумерки. Вот, я, зная дорогу, да, то есть вот так по этим буеракам прыгаю, скачу и чувствую, что у меня что-то становится слишком мягкая жопа какая-то, да. Вот, и через там метров 10 я понимаю какой-то такой громкий звук, сразу же какое-то якорение произошло, да, я оборачиваюсь, у меня кофр вместе со всем вот этим подрамником просто лежит на асфальте, да. И я посреди леса, да, то есть там в одну сторону уже 1,5 километра, до лагеря 1,5 километра, да, и я посреди темного леса. Это бред был полный, потому что как бы возвращаться домой глупо, и я просто взял этот загруженный кофр, вот так вот через лес напрямик, зная, где типа я должен заночевать, дошел до того 1,5 километра с этим кофром, дошел до места, поставил этот кофр в кусты, да, с фонариком в поисках мотоцикла, добрался до этого мотоцикла, да, вот, поехал в сторону Чудесариума, там, типа, фестивали, меня хрен пустили, типа, вот, мне просто нужен такой загогульник, 500 метров сделать, меня не пустили, я, то есть, вернулся обратно на асфальт, да, там с другой стороны зашел, вот, то есть, реально поставил свой лагерь, поставил мотоцикл, нашел в лесу кофр, вот, начал разбивать лагерь, и ко мне уже начинают подходить, типа, люди, которые отдыхают раньше приехали, да, со словами, могли бы вы отодвинуться подальше, вот, да, что, типа, мешаете. Ну, вот такие люди, как бы, А где, у речки встречаются. Ну, да. Там, ну, просто действительно, как бы, место было такое, костер в одном месте, стол они поставили в 10 метрах от костра, а палатки они поставили где-то в 100 метрах от костра, да, то есть я прямо в промежутке попал, да, между ними, и, типа, я вот тут воришка, да. То есть я, конечно, после такой физической нагрузки, мне было уже настолько наплевать. То есть, как бы, ребят, пофигу, закапывайте здесь, мне уже как бы все равно, да. Ну, в принципе, действительно, просто попросили, сами помогли, кофр отнесли, да, то есть палатку отнесли, и, в принципе, все как бы было. На следующий день кофр закопал в кустах, поехал налегке домой, пересел на машину, на машине поехал. Все, кофр мне не нужен. Да. Не для КТМа. На машине доехал в лес, да, то есть по GPS нашел тут лагерь, вот, значит, нашел тут кофр, да, то есть все положил, поехал обратно, в заносе ушел и вырубился на машине еще, так что там было прекрасное время, вот, так что все прекрасно. Ну, а на КТМе как на бесов нос? Есть желание? Вот на КТМ, кстати, да. О, это хорошо. Вот на нем А то я тоже туда собираюсь. Вот на Все нем, никак не доеду. Когда собираетесь? Ну, пока не знаю. Сейчас уже поздновато. Я обычно стараюсь в те края ездить, чтобы можно было покупать, чтобы... Ну это уже на следующий год. Да. ну мне действительно как бы вот, я не знаю, да, то есть я каждый раз, когда и в Санкт-Петербурге был неоднократно в командировках, да, и вот по Карелии ездил, все говорят ужасная погода. Вот честно, не знаю, каждый раз, когда приезжаю, потрясающая погода, да, то есть я в реальности попал, да, я в реальности попал в жуткий ливень в Тверской области, да, когда возвращался обратно, то есть там действительно это было очень весело, то есть ты едешь на Африке, там на горизонте ты видишь солнышко, такое, блин, вот
проеду, да, не буду останавливаться. Вот. И как бы действительно час едешь, второй час едешь, а ливень идет и идет. Ну и, кстати, по поводу вот одежды, да, то есть, честно, вот в том, что я сейчас нахожусь, в том я и ездил. Да, то есть никаких там микрофибр и тому подобное. То есть да, у меня есть комплект там настоящий true, да, вот путешественник, который там типа все синтетическое и тому подобное, но я для себя, допустим, на такие поездки в первую очередь ставлю акцент на комфорт и удобство одежды. Да, то есть мне комфортно, удобно, вот, правильный там хлопок, да, правильная шерсть, да, то есть кожа. Тело чувствует в этом более комфортно, удобно, поэтому, в принципе, вот в этой одежде я и ездил, и нет, все хорошо. Все прекрасно, все хорошо. Еще вопросы? Ну все.